нас на канале сегодня выходит новое видео. Значит, добрался наконец-то я до нашей агрегатки. Снимал я уже видео про ремонт коробки ZF, снимал я видео про ремонт коробки Scania. И настало время снять видео про ремонт коробки Mercedes. Значит, сегодня у нас КПП G24016, которую сняли с автокраном Mercedes. Также на канале есть видео, где мы отсоединяли ее от мотора ОМ502, это V-образная восьмерка, которую мы также откапиталили, которая работала в паре именно с тем мотором. Значит, в сегодняшнем видео мы разберем данную коробку, посмотрим, в каком она состоянии, продефектуем и, в общем-то, и соберем ее. Двигатель с данной коробкой нам привезли не потому, что там что-то сломалось, а просто люди купили автокран, которые хотят быть уверенным, что у них ничего не сломается, когда техника будет работать, поэтому они сразу решили отремонтировать агрегаты. Оставляйте комментарии, какую бы вы хотели увидеть следующую коробку, ремонт какой коробки следующей на канале, и я попробую с ребятами снять. Всем приятного просмотра. Уже задир есть, замена. Угу. Херовенький. Слушай, у них есть какие-то систематические проблемы, которые возникают у этих коробок? Ну, болячка общая. Общая болячка у них управление. Да. Это электроника, да? То есть, Да, в основном. а технической части, то есть, что внутри там это все, внутренности, ничего там не уходит такого, да? Как у всех организаторов. Все зависит от состояния сцепления. В целом надежная. Самый надежный у них 9-ступенчатая, которая лиза механическая. На отсорах. Ага. Вот эти вообще редко у нас бывают в ремонте. Очень. А в ремонте мерсовские коробки сложно? Ну, сам процесс сборки такой специфический, такой сложный. Сборка сложная. Неудобный. А по ценникам на запчасти и прочее там? На коробке именно, все, что коробок касается. Так же, как и все? Дешевле, конечно, чем Scania обычно. Дешевле Scania, Дешевле Volvo, конечно. дешевле Volvo. Ну, такую разобрать и собрать дороже, чем ZF-скую? Ну, именно работа. Или у вас все коробки Нет, одинаковые? одинаково. Несправедливо. Ты сразу дефектуешь, да, то, что снял, там, что надо менять, то сразу, чтобы... Да, потом не перебирать еще раз. Сняли делитель. Сняли ось паразитной передачи. Датчики. Ну, их можно было не трогать, но они мешают. Датчик оборотов, вторичного вала, датчик температуры.
большая проблема коробок мерседесовских от того, что посадки у них совсем слабенькие. Ну да. Но это уже не ремонтируется, да? Не, восстанавливаем. Втулим металлическую втулку. Здесь еще нормально. Нормально. Значит, одной проблемой меньше. Первая неисправность. Да. Нету. Зубьев? Сбила зубья, да. Сбила муфту. Угу. Вот эти вот зубчики должны быть острые. А у нас они круглые. Здесь то же самое. Угу. Здесь зубья круглые. И муфта тоже с этой стороны. Это половинки. Синхронизатор половинок. Вот, кстати, оттуда были и кусочки в масле. Вот здесь стоит подпружиненное полукольцо стопорное. Вот оно сломалось и упало. Визуально все целое. Зубья. Обнаружена какая-то лишняя деталь. Ну вот голый корпус остался. Осталось разобрать два вала. Итак, основные элементы отсоединены. Это у нас вот две части корпуса. Первичный, вторичный вал и промежуточный. Делитель. Ну и все, собственно. Вот такое вот кольцо у нас одно поломалось и гуляло в коробке. Прикольно. Если пистолет посильнее, нет? Вот такой вот съемник и другой специнструмент для коробок, для моторов, для топливных систем, для ходовки. Продается у нас в магазине инструментов. Кому интересно, ссылка на магазин в описании. Не идет. Так, сняли подшипник. Победа. Слизано? Да. Вот их
их нету. Верхний часть. Кто-то же сидел, начертил это, а? Вот эту вот систему сложных деталей. Вообще, я тебе хочу сказать, что самая нормальная, блядь, коробка это Scania. Все это так легонечко совсем пошло. Задние, наверное, меньше страдают, потому что ее не так часто используют, да? Задняя не страдает, если хорошее сцепление. Если сцепление плохое, то Страдают все. да. Ну, здесь зубья есть хотя бы. Зуб целый. Это вот боковина. Фрикцион оторвало он уже чуть. Поменяем только фрикцион. Тоже фрикцион, да? Слизано все. Трещина. Ага, зуб нормальный, это вот трещина, это уже... Не, ну зуб тут с этой стороны тоже слизан. Зуб сбитый, потому что нет фрикциона, нет. Вот тут вообще нет, это самый худший из всех. Снова стопорное кольцо. Тоже слизанные зубья. Здесь, да, замена конуса, синхронизатора и фрикциона. Все, вал разобран. Все запчасти в коробке оригинальные, то есть как ее выпустили, так она и ездила, да, все шестерни, Мерседес, все. Так, с этим валом покончили, дальше что? Вот этот вал. Первичный вал. Это достающее, это вот такое вот кольцо было. А, это Полукольцо. остаток, да? То, что там высыпалось. Это то, что от него осталось. Ну да, здесь вообще уже круглые зубья. То есть все детали в сборе под замену. Вроде особо недорогие на ней запчасти. Но оригинал, конечно, наверное, никто не ставит, потому что, наверное, новый оригинал это как... По бэушным запчастям, кстати, когда мы коробки разбираем, звонят часто, спрашивают там и синхронные, там и шестерни. Все абсолютно бэушные берут. Ну и даже для себя, когда люди делают. А если по-новому, то что самое нормальное? Что ставят? Еврореканды? Или нормальная, да, фирма? Ну, Относительно. ходят, да. Полностью сел. И не тормозит. Итак, валы разобраны. Промвал
не страдает, не ломается, как правило, в редких случаях. И здесь только замена подшипников делается. Все, дальше будем собирать. Заказываем запчасти и согласовываем все ремонты и собираем. Но в целом как бы не сильно на убитая, ну или убитая коробка. Не, нормально. Нормальная. Потому что я предыдущая, когда разбирали, там как бы почти вот вся картинка, которая идет, замена, а здесь как бы все у нас более-менее. Осталось разобрать нам демультипликатор, делитель. Есть деталь, которая отвечает за переключение на повышенный пониженный ряд. Все, дальше приступаем к сборке.